Всем привет, и сегодня я с вами разберу Кубок мира по скалолазанию в дисциплине болдеринг, который прошел в Швейцарии. Сначала будут мужские финалы, затем женские, в том же порядке, как они и проходили. Сейчас участники просматривают трассы. Для каждой группы, мужчины и девушки, приготовлено по 4 трассы, на просмотр дается 2 минуты, на пролаз дается 4 минуты. Количество попыток не ограничено. Единственным ограничением является контрольное время 4 минуты на трассу. Kokoro Fuji from Japan, Nathaniel Coleman, Toto Amagasa, also from Team Japan. We have Yoshiyuki Ogata, Tomoaki Takata, Adam Ondra, arguably one of the most famous climbers in the world, as he comes out to join his fellow competitors. And that's it, that's our men's finalists. Katja Debevets from Slovenia, Peter Lucan, Natalia Grossman from the USA, Akio Noguchi to Oriane Berton, 16 years of age. Yanya Gambra is about to join us on stage. All the talking is done, it's time to perform. В финал у мужчин попало 4 японца, Натаниэль Колеман из Америки и Адам Мондра из Чехии. Первый выходит на старт Kokoro Fuji, Япония. Его попытку ограничили, потому что он коснулся пирамидки, когда прыгал. Нельзя касаться других зацепок перед стартом, только стенки. Потратив несколько попыток, допрыгивая до старта, по новым правилам можно касаться стенки перед стартом, то есть разбегаясь можно оттолкнуться от стены, допрыгнуть до стартовых зацепок и потом уже поставить ноги на стартовые зацепки. Это была лучшая попытка у Kokoro Fuji, зону не взял. На старт выходит Натаниэль Колеман, один из самых сильных спортсменов из Штатов, легко допрыгивает до старта. Но, как и у Kokoro Fuji, такая же проблема, не может удержать зону. Потратил несколько попыток, зону не засчитали. Сото Амагаса выходит на старт, японская сборная, не получается допрыгнуть с земли и теперь отталкивается от стены. В третьей попытке допрыгивает, но обратите внимание, судья подходит к нему, потому что когда он прыгал, коснулся пирамидки, так же как и Kokoro Fuji. Судья объясняет ему, что нельзя использовать зацепки до принятия стартового положения, и на этот раз Сото Амагаси стартует правильно. И затем не получается взять зону, прыгает слишком низко, не вылетает наверх и правой рукой себя не выталкивает на трицепс наверх. Из-за этого зона не начинает работать, и обратите внимание, как грамотно падают японцы, сразу группируются, убирают все руки из-под себя и падают на плечо и на спину, наименее травмоопасным вариантом. На старт выходит Yoshiyuki Ogata, один из самых сильных спортсменов, который очень хорошо выступил и в квалификации, и в полуфинале. Легко допрыгивает до старта. Теперь прыгает на зону, но слишком сильно уходит направо, его выкидывает на второй попытке. Более плавно прыгает и чуть наверх. И с третьей попытки понимает, как надо делать движение и старается перевалиться направо и вытолкнуться наверх. И главное, чтобы правая рука была прямая. Тогда легче будет удержать зону. После очень тяжелого прыжка на зону остается еще один очень тяжелый прыжок на финиш. Хорошо видно, что тело отходит очень далеко от стены и его выкидывает с щипков. Но у него остается время еще на одну попытку. И отличительная черта всех сильных спортсменов, что они могут повторить то, что они уже сделали. Yoshiyuki допрыгнул легко на зону и второй раз уже намного мощнее выпрыгивает, чуть больше согнутые руки, тело ближе к стенке и удерживает щипки. Дальше в интервью он сказал, что когда он вышел на просмотр трасс, он не ожидал, что щипки будут настолько плохими. И когда лез на последнюю попытку, прыгал на них и сжимал их со всей силой. При этом хочу отметить, что сильная сторона Yoshiyuki Ogata это как раз щипки. Тем временем на старт выходит Томоаки Таката, допрыгивает до стартовых зацепок с первой попытки. Сейчас он подлазает к зоне и будет тяжелый прыжок. Я сделал в слоумо, чтобы было заметно, что он очень далеко вылетает от стены. В таком положении невозможно удержать подхват. Следующая попытка и не переваливается направо. Недостаточно уходит телом за правую грань. И на шестой попытке он принимает решение дотянуться до зоны, чтобы просто засчитали хотя бы зону. И на удивление ему засчитывают. Хотя не всегда такое положение могут засчитать. В правилах прописано, что надо использовать зацепку, а он просто ее потрогал. Адам Мондра выходит на старт, лезет последним, так как у него лучший результат. Вообще трасса сразу было видно, что не в стиле Ондры. Он любит статичные движения,
по маленьким зацепкам, закрутки, подклинки. А здесь чистая сила нужна, динамика. Это то, что никогда не получалось у Ондры. И мы видим, очень плавно переваливается. Правой рукой недостаточно себя отталкивает от рельефа в правую сторону. Из-за этого рельеф не работает. На следующей попытке решил перехватить щипок и попробовать дотянуться до зоны. Сначала придержать рельеф, но оказалось, что рельеф очень плохой и положение невозвратное. То есть с него ничего не сделаешь. И на следующей попытке еще раз попробовал прыгнуть. Во время прыжка правой рукой плохо давил вверх на трицепс и наверх не вытолкнулся. Из-за этого не удержал зону. На соревнованиях трассы стараются чередовать. Если была очень сильная физическая трасса, то следующая трасса, скорее всего, будет на баланс. Поэтому вторая мужская трасса в финале на баланс, очень плохими ногами, с очень пассивными руками. И только одному участнику получится преодолеть эту трассу. Как вы думаете, кто ее пролезет? Если вы не смотрели онлайн-трансляцию, напишите в комментариях, кто по-вашему из финалистов может залезть в такую трассу. Японцы, американец или чех. А это была лучшая попытка Кокора Фуджи, и мы переходим к Натаниэлю Колеман. Стартует ногами в крест и слишком сильно выпрыгивает, и его выкидывает направо. На второй попытке, обратите внимание, левой ногой сгасил маятник, но тем не менее слишком сильно направо вставал. Из-за этого было тяжело удержать зону. Зона довольно плохая зацепка под одну фалангу, ее можно держать двумя пальцами. Мы видим, что зацепки двухтекстурные, поэтому сверху левая рука соскальзывает, и надо на балансе перенести центр тяжести на левую ногу. И сейчас он делает ошибку, он резко встает, а надо было чуть пониже взять и перевалиться на плечо. Тогда бы левая нога намного лучше стояла и не соскользнула бы. На старт выходит Сото Амагаса, также стартует ногами в крест. Я сделал замедленную видеосъемку, чтобы было видно, что его слишком сильно откидывает вправо. Из-за этого ему надо левую ногу увести в крест и толкнуться со стенки. Выглядит как не сильный толчок, но это помогает спортсмену удержать равновесие. Под ногами пирамидки очень пассивные, поэтому надо очень плавно делать движение. Здесь он слишком резко качнулся влево, его начало раскрывать. На следующей попытке упирается левой рукой на трицепс, пытается выдавить себя как можно левее и опять соскальзывает, потому что левой рукой начинает упираться вверх и увеличивается давление на правую ногу. На последней попытке подлазает скользким рельефом, так же как и Натаниэль Колеман пытается вытолкнуться налево, но правой рукой слишком слабо толкается, не получается перевалиться налево и падает от стены. Йошиюки Агата очень правильно встает, идеально ровно, и еще левой рукой придерживает двухтекстурную зацепку. Магнезится. И самый трудный момент, когда берет двумя руками двухтекстурную зацепку, ему надо перевалиться налево, не хватает инерции перевалиться налево и выпадает назад. На следующей попытке, как только поднимает правую ногу, центр тяжести изменяется и он падает. Следующий участник Томоаки Таката. Мы уже знаем, что он неправильно встает, слишком вправо отклоняется и из-за этого выпадает с зоны. На этой попытке он сразу удержал левой рукой черный рельеф скользкий. Это помогло скомпенсировать маятник направо и за счет этого удержался. Теперь надо перешагнуть налево. Сейчас нам крупным планом покажут левую ногу, насколько она плохая. Это очень плохой пассивный зацеп. Здесь он очень сильно рассчитывает на свою правую руку, думает, что левой рукой удержит скользкий рельеф и правой рукой не даст себя откинуть направо, но нет. Левая рука настолько плохая, что она сразу же соскальзывает, а правой рукой он не может себя компенсировать и поэтому падает. Ни один из участников не дали затопа, последняя надежда остается на Адама Ондру. Когда я смотрел трансляцию онлайн, я сразу подумал, что это трасса в его стиле, по маленьким зацепкам, на вертикали, то, что он хорошо лазает. Но проблема оказалась в начале трассы. У него не получалось делать первое движение. Затем вторая попытка, и не получается. Третья попытка, не получается. Все три раза у Ондры съезжала нога с пирамидки. Такое бывает, когда ты концентрируешься на руке и забываешь про ногу. На четвертой попытке, видимо, сконцентрировался на ноге, постарался, чтобы она не соскочила и удержал зону. Самое главное преимущество Адама Ондры перед другими участниками соревнований то, что он намного выше. И с правой ноги со стартовой руки легко дотягивается до верхнего скользкого рельефа. Без динамики очень статично. Дальше разворачивает руки на трицепс и сразу же выдавливается. Здесь уже ноги особо не нужны, подставляет правую ногу к правой руке и легко берет финиш. Я думаю, что трасса достаточно ростовая, и чем выше участник, тем легче сделать было движение. Потому что японцам, которые были чуть пониже, им приходилось динамить. С нижней ноги они не могли дотянуться. А пирамидка белая была достаточно плохая, и с нее также было очень трудно дотянуться до второго черного пассива.
Результаты после прохождения участниками двух трасс. Йошиюки Агата лидирует, у него 1 топ и 1 зона. Адам Ондра 2 место, у него 1 топ, но без зон дополнительных. Томоаки Таката 3 место, Сота Амагаса 4, Кокоро Фуджи 5 и Натаниэль Колеман 6 место. 3 последних участника разложились по попыткам на зону. Если вы не смотрели всю трансляцию полностью, то я специально оставил небольшой фрагмент с выступления Кокоро Фуджи. Каждый японец перед тем, как полезть в трассу, в течение минуты чистит каждую зацепку. На часах 3:15, то есть Кокоро Фуджи потратил 45 секунд, чтобы почистить всю трассу перед тем, как лезть. При том, что он выступает первым. Все японцы очень хорошо держат маленькие зацепки, поэтому никаких проблем с удержанием первой зацепки нет. Вторая зацепка зона очень маленькая. Справа еще меньше нога, с которой надо вытолкнуться и одновременно прыгнуть и подцепиться носком. Кокоро Фуджи легко подцепляется и легко удерживает рельеф, сжимая его рукой и ногой. Перед тем, как сделать движение на финиш, тазом отходит от стены подальше, резко себя притягивает и выпрыгивает на финиш. Пролез с первой попытки на флеш. В отличие от других участников соревнований, Натаниэль Колеман решил стартовать лицом к зрителям. Такие старты очень зрелищные, и часто бывает, что подготовщики специально крутят трассы так, чтобы стартовать лицом к зрителям было намного проще. Но, к сожалению, это был не тот случай, и здесь Натаниэлю было очень тяжело развернуться, после чего надо было еще встать и сделать динамическое движение на актив. И с правой руки с разворота, конечно же, это сделать очень тяжело. Следующая попытка, и стартует уже лицом к скалодрому, спиной к зрителям, поднимает левую ногу, сдваивается, и роста хватает, чтобы практически встать статично на зацепку, и только в последний момент уже прыгает. Подлазит к зоне, и остается последнее ключевое движение, надо кинуть левую ногу, успеть подцепиться носком и левой рукой поймать зацепку. Плохо берется левой рукой и падает на спину. Это была последняя попытка. Сота Амагаса выходит на старт, записал его самую продуктивную и самую красивую попытку, сделал очень красивый прыжок, показал всю силу японского активника, очень легко подвисает на правой руке, без каких-либо проблем, берет зону, и здесь, видимо, не отработал движение, и до конца не выпрыгивает, не берет левой рукой зацепку, и носком тоже плохо подцепляется. Йошиюки Агата, следующий участник финала, не той рукой берет подхват, понимает это, разворачивается, очень много времени тратит, пытаясь переставить ноги, прыгает и не удерживается, потому что, скорее всего, потратил очень много магнезии на подладе к прыжку. Со второй попытки уже чувствует, какая зацепка, легко допрыгивает, берет зону, и вот он, видно, что отработал движение, очень легко делает прыжок и сразу же прыгает на финиш. Залез со второй попытки. Порой кажется, что японцы тренируются под копирку. Томоаки Таката также стартует и берет почему-то подхват правой рукой, что очень тяжело. Со второй попытки понимает, что надо его брать левой рукой, прыгает, но слишком высоко встает, левой рукой не придерживает и вылетает. На третьей попытке прыгает правильно, чуть пониже и двумя руками. Берет зону и очень плохо попадает левым носком в подхват и левой рукой плохо берет пассив. И на четвертой попытке допрыгивает, абсолютно все четко делает и удерживает финишную зацепку. Последний участник на третьей мужской трассе — это Адам Ондра. Трасса не совсем его стиле. Понимает, что правой рукой очень неудобно брать подхват. Переставляет ноги налево. Сейчас вся нагрузка на правой руке, она прямая, так намного легче. Зажимает подхват и берет его также большим пальцем. Чуть разгружает пальцы. И опять же роста хватает, чтобы статично дотянуться до актива. С первой попытки берет зону. Сначала подцепляет носок и пытается прыгнуть, но в момент прыжка подкидывает таз, левую ногу чуть-чуть расслабляет, потому что правая нога очень плохая, маленькая, нога выскальзывает с подхвата лево и пассив нереально удержать. Со следующей попытки падает, потому что правую ногу пытается переставить, резко нога соскальзывает и от неожиданности не был готов так сильно себя притягивать руками к стенке и поэтому падает. Зная все свои ошибки, знает, что надо поставить сначала левую руку, взять подхват, подставляет легко правую ногу уже на внутренний контур зацепки, легко дотягивается до предзоны, сдваивается, берет зону. В момент прыжка Ондра смотрит сначала на руку, затем на ногу, и как только движение сформировано ногой, смотрит на руку, чтобы четко попасть в зацепку. Затем поставляет правую ногу на актив и дотягивается до финишной зацепки. Пролазает с четвертой попытки.
После пролаза 3 трасс лидирует Юшуюки Агата, у него 2 топа и 3 зоны. Адам Ондра занимает 2 место, у него 2 топа и 2 зоны, то есть отрыв 1 зона, на первой трассе Ондра не взял ее. Томоаки Таката занимает 3 место с 1 топом на 3 трассе, Кокора Фуджи 4, Сота Агамаса 5 и Натаниэль Колеман занимает 6 место без топов и с 2 зонами, так же как и Сота Агамаса. На старт выходит Кокора Фуджи, последняя финальная трасса. Очень важно для многих участников залезть ее, чтобы выиграть или попасть в призы. Сделал замедленное видео, чтобы вы могли увидеть, что у него соскочила правая нога, именно поэтому он не смог встать наверх. На второй попытке чуть поувереннее встает, сильнее давит ногой, нога не соскальзывает. Чуть-чуть ускорил видео. Опять здесь не очень удачная склейка, но мы можем увидеть, что правая нога соскальзывает, и вслед за ней соскальзывают руки с пирамидки. Точнее, он отталкивается от пирамидки. Натаниэль Колеман, следующий участник финала, переходит на плечо, сдваивается на зацепке. Белые новые flat hold рельефы. Таких, к сожалению, еще в России, в Москве я не видел, не встречал на коммерческих скалодромах. Возможно, Федерация скалолазания России уже закупила их. Перекидывает ноги, очень долго мнется на пирамидке, очень много сил тратит. И в конце не хватает сил, чтобы левой рукой взяться на плечо. На следующей попытке левой рукой берется сверху на плечо. И за счет этого выдавливается до синего актива, подставляет ногу и прыгает на финиш. Хоть берет и пассивным хватом, но в целом достаточно уверенно удерживается на финише и пролазает. Записал 2 лучших попытки Сота Амагаса. Легко переходит на белый флэт, подставляет левую ногу на рельеф, потом уже на зацепку, в отличие от предыдущего участника. И здесь не подставляет правую ногу на верхний рельеф, и левая нога соскальзывает. Вторая попытка, правую ногу ставит на белый рельеф, так намного легче себя вытолкнуть наверх. И здесь он левую руку, когда перекидывает, сделал замедленную съемку, не попадает в рельеф, его разгибает, и он выпадает. На следующей попытке попадает четко в зацепку левой рукой, удерживается. И пока переминается, соскальзывает нога, и это его последняя попытка. На старт выходит Юшуюки Агата, ставит на зацепку левую ногу, правую ногу ставит на рельеф, и здесь плохой ракурс, не видно, но я думаю, у него соскочила правая нога. На второй попытке он не ставит ногу, думает дотянуться так и не удерживает. На третьей попытке подставляет ногу, удерживает подхват. У него остается еще минута 10 секунд. Опять скальзывает правая нога, потому что вес тела увел слишком влево и плохо себя распирал между цепками. И на последней попытке уже не хватает сил долезть до пирамидки и падает. На последнюю трассу уходит Томоаки Таката. Лезет оригинальным раскладом, подставляя сразу левую ногу на синий мизерок. Встает резко на зону. Зону засчитывают. И дальше неудачно меняет ноги, слишком высоко ставит и нога скальзывает. На последней попытке очень круто берет зону, то есть подпрыгивает и сразу упирает ногу в белый щипок. Время заканчивается. Судьи ему должны были сказать прекратить попытку, и скорее всего он сам должен был это сделать, но он продолжает лазание. И не хватает сил, чтобы выдавиться на плечо, и падает. И на старт выходит Адам Ондра. Сейчас он занимает 2 место, и он понимает, что ему нужен финиш, чтобы занять 1 место. Количество попыток уже не играет роли, неважно сколько попыток он потратит. Главное взять финиш, тогда он облезет Юшуюки Агата на 1 топ. Легко подлазит к зоне, очень уверенно. Рост здесь помогает. Чем ты больше, тем легче распираться между серым и синим рельефом. Упирается левой ногой в белый рельеф, чтобы можно было подставить левую руку. И смотрите на правую руку. Как только он ее отпускает, давление уменьшается на правую ногу, потому что он разжимал себя правой рукой, правой ногой. И нога соскальзывает, и он падает. На следующей попытке применил другой вариант, не стал подставлять левую ногу на белый рельеф, а использовал левое колено, чтобы им распереться. Плюс еще и в стенку можно себя давить ногой. Дотянулся до синего активника, левой рукой себя разжимает, чтобы правая нога не соскочила, поднимает левую ногу и очень тяжело дотягивается, легче было бы прыгнуть, как Натаниэль Колеман. Берет финиш и понимает, что занимает 1 место. I think he might be quite pleased with that. Yeah, I think that too. And another win for Adam here. That release at the end, we talked about him being focused at the beginning of the show, and that is just an explosion of all that.
После пролаза 4-й трассы Адам Ондра занимает первое место с 3 финишами, Юшиюки Агата второе место, 2 топа, Томуаки Таката 1 топ, 3 место. Кокара Фуджи 4, Натаниэль Колеман 5 место и Сота Агамаса 6 место. Благодаря тому, что Колеман залез в последнюю трассу, он занимает 5 место. As he receives his second place. And the man of the moment, Adam Ondra, as he is crowned the king of Maringin. First place for Adam in the first competition back of the year, of the season. Wonderful moment. Adam, congratulations. The first competition back of the season, and what a victory for you. Well, it was amazing to compete, and even though there are, let's say, no spectators, the competitors themselves and the MC made such amazing vibes that I was like kind of falling in the last boulder, but I just kept on pushing, kept on moving, and all of a sudden reaching the top was explosion of emotions, yeah. We saw such a different range of styles in that final, from slabs to, as you said, pure power problems. Do you think the boulders suited you tonight? Except for number 1, I think they suited me quite well. Maybe not number 3, but I mean, what I'm the happiest about that I did the number 3, which I thought like, oh, this is maybe not my style of boulder. But yeah, overall, I think even qualification and the semifinals tested like the universal capabilities of all the climbers. And I think that's the kind of setting that both climbers and even the audience want. Awesome. Well, Adam, congratulations on your victory here tonight. What a way to start the season. Thanks. И теперь мы переходим к женским финалам. Первой полезет Катя Дебовец, это Катя Кадич, раньше выступала с женской фамилией. Вторая Вита Люкан, третья Наталья Гроссман, четвертая Киана Гуччи, пятая Ариан Бертон, девушка из Франции, 16 лет, первое выступление на Кубке мира, и шестое и последний полезет Яня Гарнберт, которая пролезла все трассы с первой или второй попытки в полуфинале. На первую женскую трассу выходит Катя Дебовец. Одна из самых тяжелых трасс, на мой взгляд, по очень плохим зацепкам, с тяжелыми движениями. Щипки — это новые зацепки и рельефы от Чита. Швейцарский бренд вместе с Flathold'ом производит зацепки в Швейцарии, очень похожие по качеству и достаточно интересные по формам. Тем временем Катя подлазает к зоне, остается 2 самых тяжелых перехвата. Правой рукой взять щипок, слишком динамично делает движение направо и выскальзывает со второй попытки, делает более аккуратно, левой рукой берет щипок, и теперь надо развернуться и левую ногу высоко подставить. Не хватает сил удержаться и падает. Вита Люкан, вторая участница финала, с первой попытки допрыгивает до большого желтого пассива и сразу же подклинивает колено. Это сильно разгружает руки. Видео ускорил в 5 раз, потому что слишком много времени провела на зацепке, пыталась заклинить его колено, сделать движение, не получилось, и поняла, что надо обязательно накатывать. Берет зону, обжимает рельеф недостаточно сильно ногами и выпадает с пассива. Третья участница финала Наталья Гроссман, Штаты. С первой попытки также легко допрыгивает до пассива, подвисает на нем, достаточно большой запас сил есть, заклинила правое колено и с него сразу дотягивается до зоны. Ногами обжимает рельеф, магнитится, потому что это одно из последних мест, где можно помагнититься. Берет правой рукой актив. Спортсменка достаточно легкая, хватает сил помагнититься, на щипке с которого падали, и берет левой рукой предпоследнюю зацепку. Сейчас пытается скрутиться, что неверно, потому что с правой ноги намного тяжелее поставить левую ногу. На следующей попытке совершает ту же самую ошибку. Намного легче было бы поставить правую ногу на серый рельеф и левую ногу поднять выше. Тогда бы она держала щипок в откидку, тело было бы правее щипка, и намного легче было бы делать движение. На старт выходит Акия Гуччи, и как я рассказывал в обзоре с Кубка Японии, в последнее время девушки из Японии лезут очень странными раскладами, несмотря на то, что они очень сильные. Возможно, это им чуть-чуть мешает считать более простые расклады. Здесь правильно подставляет пятку, накатывает на пятку, берет зону. Здесь очень много времени потратил, ускорил в 6 раз. И, естественно, после этого она забилась и отвалилась. Это была лучшая попытка Акия Гуччи. Следующая участница финала Ариан Бертон.
Пытается закинуть пятку, но такой вариант невозможен. Прыгает и слишком рано отпускает левую руку, маятником ее выносит налево. Пытается подцепить носочек, тоже не работает. Двумя ногами упирается в стенку. Сначала сгасила маятник, удерживая левой рукой актив. И только потом подклинила колено и взялась левой рукой за пассив. Только таким вариантом можно было сделать это движение. На две руки прыгнуть очень тяжело. Берет зону и садится на пассив. Вообще у спортсменок из Франции очень хорошая всегда была растяжка. Они очень гибкие, подвижные. Сборная делает акцент на растяжку и мобилити. Это была лучшая попытка у Бертон. И на старт выходит самая сильная финалистка Яне Гарнберт. Если активы нужно просто зажимать, и там можно и не чистить, то пассивы, конечно же, лучше чистить, потому что на них очень много магнезии остается и намного хуже трения, особенно у пластиковых зацепов. Также прыгает сначала правой рукой, гасит маятник, и потом только сдваивается. Здесь хорошо заметно, что движение невозвратное, то есть если бы она не взяла зацепку, она бы не смогла вернуться, потому что центр тяжести уже перевалился через грань. Если она берет шипок, она удерживается. Если не берет шипок, рука выскакивает, она сразу же падает, потому что налево она уже не вернется. Затем сдваивается ногами на нижнем, подставляет левую ногу на зону, правую на маленькую желтую цепку и дотягивается до финиша. Я думаю, другие участники финала также могли сделать, тоже могли финишировать, если бы правильно пошли ногами. То есть поменялись бы снизу, поставили бы левую ногу и потом только правую на желтую, а не наоборот. Результаты после пролаза первой трассы. Яне Гарнберт лидирует с одним топом. Акия Нагучи, Наталья Гроссман, Вита Люкан, Катя Дебовец занимают 2, 3, 4, 5 место соответственно с одной зоной и 3 попытками. Ариан Бертон 6, у нее зона с 4 попытки. Переходим на вторую женскую трассу. Первый участник Катя Дебовец. Я решил оставить все попытки. Трасса динамичная, очень красивая. Почти все попытки. Ну и здесь надо раскачаться и поймать левый, правый и левый упереться в зону. У Кати Дебовец не получилось сделать это движение. Следующая участница Вита Люкан. И почти допрыгивает с первой попытки. Старается еще несколько попыток и удерживает ручку. Там рельеф, но на самом деле в рельефе есть мизер, он достаточно хороший, на котором вы увидите, что можно почти подвиснуть на одной руке. Остается еще одно сложное движение, это выдавиться с черного большого рельефа и взять финишную зацепку. Я немного ускорил, и это была лучшая попытка у Виты Люкан. Берет левой рукой мизер. Очень плохо показал оператор, что произошло, но она прыгнула, не удержалась, ее развернула, и она упала очень опасно. Но с ней все хорошо, встала и продолжила свое участие. На старт выходит Наталья Гроссман, девушка из США. И как мы видим, не хватает роста многим участникам сразу дотянуться до старта, поэтому они рукоходят первое движение. Испугалась прыгать. Со второй попытки решила выжаться, тоже не вариант, тут только прыгать. И со следующей попытки допрыгивает достаточно легко, запасом. Левой рукой просто слегка упирается в зону, чтобы ее не выкинуло. Дальше я ускорил в 4 раза, очень много времени провела, пытаясь встать. На финишном движении делает прогиб в спине и откидывается назад. Ногу тоже поднимает, чуть назад откидывает. Это для того, чтобы сгасить маятник, чтобы лучше удержать финишную зацепку. Акия Нагучи, следующая спортсменка, сразу же раскачивается, пытается прыгнуть, не получается. Тратит достаточно много попыток, но так и не получилось сделать прыжок. На старте Ариан Бертон. Раскачивается, очень хорошая первая попытка, со второй попытки чуть-чуть себя корректирует, чуть лучше берется правой рукой, и со следующей попытки решила 2 руками прыгать на зацепку, поставить ноги на зону и специально коснулась зоны, чтобы ей засчитали зону. Финиш сделала очень интересным вариантом, она сдвоилась ногами на желтом рельефе, чтобы можно было заложить пятку за большой серый рельеф, и аккуратно дотягивается в крест на финиш. Очень красивое движение. Ну а теперь красивый пролаз от Яни Гарнберт.
При движении на финиш также бросает левую руку и ногу, специально чтобы сгасить весь маятник, чтобы не скинул с финишной зацепки, и финиширует. После прохождения 2 трасс лидирует Яния Гарнберт, у нее 2 топа с 3 попыток, Наталья Гроссман занимает 2 место, у нее 1 топ, Ариан Бертон 3, Вита Люкан 4, Аки Янагучи 5 и Катя Дебович 6 место. Как я говорил раньше, если была тяжелая трасса на нависании, то должна быть очень тяжелая вертикаль. Третья женская трасса частично проходит по вертикали, первая часть, вторая по небольшому нависанию. Надо расположиться, аккуратно вставать. Слишком слабо завалилась вперед и ее откинул назад. Еще очень важно опускать пятку на этом рельефе, чтобы больше поверхности соприкосновения было скальника с рельефом. Следующая славянская спортсменка на старте Вита Люкан. Легко сразу подставляет левую ногу и встает, упираясь на правую. В момент, когда она подставляет правую ногу, нужно плечом вдавливать себя в стенку, иначе отвалишься, потому что центр тяжести изменяется. И еще хороший вариант чуть больше выпрямить левую ногу и перевалиться большим весом на правую руку. Тогда будет чуть легче подставить ногу. Слишком рано выпрямляется, ее откидывает опять назад и отпадает с стены. А вот Наталья Гроссман, спортсменка чуть поменьше, и легко подставляет сразу ногу. И использует хороший вариант, сначала придерживает синюю ногу рукой, и потом подставляет туда ногу. Шагает на зону, и обязательно надо ее коснуться рукой, чтобы засчитали зону. Ускорил видео в 6 раз, слишком много времени провела Наталья в распоре. Кстати, по старым правилам было 4 плюс минуты, поэтому спортсменка могла находиться очень много в таком положении. То есть, если время заканчивалось, спортсмен мог продолжать свою попытку. Но такое правило изменили и сделали ровно 4 минуты, потому что именно в таких распорах спортсмены могут ставить очень много времени, отдыхать, из-за этого сетка телевидения смещается, и это никому не выгодно. Поэтому сделали жестко регламентированно 4 минуты. На старте Аки Янагучи слишком сильно отклоняется назад, чтобы поставить ногу, ее выкидывает с зацепки. Следующую попытку она использует ножную зацепку рукой, поднимается повыше и подставляет ногу. Но также слишком слабо наклоняется вперед, ее выкидывает. На следующей попытке более уверенно встает вперед. И зона. Также ускоряю видео в 6 раз, очень много времени проводит в распоре. Прыгает. Если бы рукой чуть сильнее давила бы вверх пирамидку, то удержалась бы, но слишком слабо, то есть плохо встала на правой ноге и поэтому вылетает. Ариан Бертон без каких-либо проблем подставляет левую ногу, подставляет правую ногу, выпрямляя, заметьте, левую ногу, придерживает рукой ножную зацепку и делает очень интересное движение на зону. Сначала ногой в крест шагает и только потом касается руками. Почти встала, очень плохо толкнулась левой ногой. На следующей попытке толкается намного лучше, у нее остается 10 секунд. Она приблизительно понимает, что очень мало времени и нельзя мяться, и на 1 секунде она финиширует. Финиш ей засчитали. Трудности в соревнованиях обычно открытые, поэтому проводится демонстрация трасс, чтобы все были в равных условиях. Когда я смотрю финалы и смотрю, как Яния Гарнберт лезет трассы, у меня возникает ощущение, что я смотрю просмотр трассы. Делает шаг вперед, наклоняя корпус и шагает в крест. Без наклона корпуса вперед шагнуть было бы невозможно. Сразу подставляет ногу на синюю зацепку, не используя рукой. С прыжка получается очень сильный маятник и очень поздно подставляет левую руку в упор, не успевает ее загрузить и сгасить маятник. На второй попытке уже ставит ногу на зону и резко встает наверх. Так намного проще и более надежное движение получается. И легко допрыгивает до финиша без подстановки ног. Результаты после пролаза 3 трасс. Яния Гарнберт лидирует, у нее 3 топа, 3 зоны, 5 попыток. Ариан Бертон 2 место, 2 топа. Наталья Гроссман 3 место с 1 топом. Вита Люкан, Аки Янагучи, Катя Дебович 0 топов и раскладывается только по зонам. Последняя финальная трасса, и на ней лезет первая участница Катя Дебович. Очень сложное движение прыжок на 2 руки, который в целом можно облезть, и некоторые участницы облазали, но задумка авторов именно такая: сделать динамичное движение на 2 руки. Пирамидки очень пассивные, у них довольно хорошее трение, но при этом пирамидки очень плоские, плюс еще достаточно большой угол нависания. Из-за этого пирамидки очень плохо работают, делает движение в щель и нога соскальзывает.
На старт выходит Вита Люкан, не может подцепить носок, не стартует, но попытку засчитывают. Левой рукой перехватывает чуть повыше и касается ногой зацепки стартовой. Старт засчитывают. Не получается сделать динамичное движение, потому что ноги очень пассивные и делается в основном от движения только за счет рук. А на старт выходит Наталья Гроссман, следующая участница финала. Ноги очень плохо стоят, как мы видим, постоянно соскальзывают. Но в какой-то момент Наталья понимает, что надо отклониться налево, как можно левее. Тогда серая вертикальная череда рельефов будет держать намного лучше. Зоны дотягиваются до подхвата. Перекидывает быстро ногу, пятку не опускает до конца и слишком быстро переносит вес на правую ногу, и нога соскальзывает с пирамидки. Второй раз делает то же самое, не опускает пятку, вес переносит на ногу очень резко, и нога опять соскальзывает. На последней попытке изменяет свою тактику, решила не использовать зону, а сразу подставлять ногу на пирамидку и дотягивается подхват. Тогда нога уже будет стоять, и она не соскочит. Левой ногой упирается в серую пирамидку, чтобы легче было дотянуться до щели. Пытается заклинить кулак, но чувствует, что не держит, и подвисает на разжатие. Подставляет высоко ногу и легко берет финиш. Финиш довольно хороший пассив. Выходит на старт Аки Ягуchi, у нее было очень много проблем с переходом на серую череду рельефов, постоянно соскальзывали ноги. В какой-то момент поняла, что надо отклоняться чуть больше влево, и тогда лучше работают рельефы. Подлазает к подхвату, зачем-то кладет пятку, в этом нет никакой необходимости. У нее остается 1 минута 34 секунды. Спешить никуда не надо, но делает слишком резкое движение, нога соскальзывает, и потратил очень много времени, чтобы опять подлезть к этому месту. На секундомере остается 3 секунды, не успевает долезть трассу в ложное время, и по идее опять же она должна закончить свою попытку, но долазать до финиша почему бы и нет. Хотя за это могут дать желтую карточку. На старт выходит Ариан Бертон, и здесь разворачивается на самом деле очень тяжелая битва, хотя многие наверняка этого не заметили. Она еще не знает, какое место она занимает, но она очень хорошо понимает, что ей надо долезть до финиша, чтобы попасть в призы. Вероятно, она думает, что сейчас она 3-я или 4-я, и что обязательно надо долезть до финиша. Вначале она очень хорошо лезет, но как только у нее соскальзывает нога, она начинает тратить очень много попыток на старте, волнуется, переживает и делает неправильно. Справа вариант, который она сделала, и слева то, что она делает. Она не встает на правой ноге до конца, и поэтому левый носок не начинает грузиться, и в итоге не залазает в трассу. Еще очень важно помнить, что это ее первое выступление на Кубке мира, и ей всего 16 лет. А на старт выходит последняя участница финала, Яния Гарнберт, и ей 22 года. Но при этом в прошлом году она выиграла абсолютно все Кубки мира по боулингу. Прошлый год я имею в виду соревновательный, это был 2019 год, в 2020 кубков не было, и все спортсмены тренировались дома. В момент смены ног соскальзывает левая нога, потому что ее начала разгружать, и правую еще не успела загрузить. Со второй попытки более аккуратно подлазит к этому моменту. Тоже подклинивает кулак сначала, не получается, и берет на плечо, на разрыв. И даже не подставляя ноги, дотягивается до финиша. 4 из 4 собрала Янья в финале. В полуфинале, а в квалификации собрала 5 из 5. Янья Гарнберт занимает 1 место, Ариан Бертон 2 место, и Наталья Гроссман занимает 3 место. Yanya, congratulations. Pretty much a flawless weekend for you out there today. You seemed like you enjoyed it. Yeah, I really enjoyed it. I mean, we hadn't had any competition so far, so it's great to be back. And yeah, I had a nice flow from the qualies to the finals, and yeah, I enjoyed so much. Looking at the rest of the season, obviously we've got the Olympics coming up in less than 100 days now. You must be feeling pretty confident coming into the rest of the competitions. Yeah, sure. I was training hard last year, this year, so yeah, I'm pretty confident going into the season. And yeah, of course, the biggest goal is in August, so back to training. Awesome. Well, bring it on, Yanya. Congratulations tonight and enjoy that victory. Thank you.
Всем большое спасибо за просмотр и отдельное спасибо всем тем, кто подписался на мой Patreon. Вы помогаете мне делать более качественный ролик, а также намного больше времени проводить за разбором соревнований. Пока!